flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Всем привет, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это, как всегда, гадание с любовью. Мы сегодня с вами посмотрим расклад на нового мужчину. Новый мужчина на пороге. С чем идет, зачем идет, идет или не идет. Пока я тут ищу прекрасных королев, пожалуйста, настоятельно рекомендую, заварите себе чаечек, кофеечек, сядьте поудобнее, настройтесь на информативный, позитивный расклад. Я надеюсь, будет интересно и вообще будет хотя бы о чем-то поговорить. Надеюсь. Ну, какой-то король прям почему-то сфокусировала внимание на короле кубков. Так, мне нужна королева. Где моя прекрасная королева? Я ее пропустила? Я ее, наверное, пропустила. Не хочет выходить королева кубков. Почему-то. Может, ей это не надо? Она, может, хочет денег. Вот, пожалуйста. Денег точно хочет. Так, занята. Королева кубков занята. Все в работе. Давайте. Смотрим последовательность прекрасных дам. Первая королева – это королева Пентаклей, Телец, Дева, Козерог. Вторая королева – это королева жезлов, это Овен, Лев, Стрелец. Третья королева – это королева кубков, Рак, Скорпион и Рыбки. И четвертая королева – это королева мечей, Близнецы, Весы и Водолей. Прекрасные барышни, пожалуйста, ваши карты уже на столе. Я надеюсь, чай, кофе тоже. Я готова, вы готовы, поехали. Итак, королева Пентаклей, здравствуйте. Смотрим, идет ли в вашу жизнь вообще новый мужчина. Идет ли в вашу жизнь вообще новый мужчина. Если да, с чем идет? Если нет, то, соответственно, почему? Девочки, в ближайшее время будьте очень аккуратны с людьми, о которых вы мало знаете, либо которые не до конца вам показывают, кто они есть. Прям почему-то тут, знаете, как сразу совет, вообще не по теме, но предупрежден, значит вооружен. То есть есть возможность того, что человек, который каким-то образом с вами соприкасается, может использовать какую-то информацию против вас. Не доверяйте свою информацию людям, с которыми вы не прошли и не получили какой-то опыт. И даже если вы прошли и получили какой-то опыт с человеком, да, то есть какие-то вот свои процессы проживали, и человек был рядом, все равно как будто бы в ближайшее время информацию какую-то не нужно доверять людям вообще, в принципе. Вот почему-то совет на ближайшее время. Особенно если мы говорим про что-то, допустим, творческое вы задумали, да, либо что-то решили. Будьте аккуратны. Давайте, идет ли какой-то новый мужчина в вашу жизнь? Четверка мечей. Мне не нравится эта карта. Почему? Потому что она, скажем так, она не про ближайшее время. Это 100%. Это какое-то время, не знаю, либо мужчины не те, либо вам сейчас будет не до этого. То есть в ближайшее время реально ваша жизнь, ваше внимание может быть приковано к чему-то другому, более важному. Давайте посмотрим. Мужчины-то вроде, знаете, есть возле вас, но ощущение, что все не то. Вам нужно новое, а возле вас может кружиться старое. Почему? Потому что что-то нужно завершить, какой-то определенный этап. Какое-то время действительно сейчас нужно вложиться в себя, потому что вот почему-то, извините, единички, вот в ближайшее время вот мужчины, которые вас будут окружать, такая была пятерка пентаклей, мужчина идет в вашу жизнь.
но немножко попозже, чем прям в ближайшее время. То есть здесь нужно будет подождать. Вот возле вас есть мужчины, но они либо вас недостойны, либо они не могут вам предложить то, что вам реально нужно. То есть мужчины слабые, ну, в каких-то моментах, да, то есть может быть материально, может быть эмоционально, может быть это вообще не то, что вам подходит, может быть это, знаете, вот эти одиночки, которым хорошо одному, вот он там, не знаю, там может пригласить вас на свидание, но на самом-то деле, да, вот его естество, оно про то, чтобы быть одному. То есть, ну, не знаю, потому что данные карты, они указывают на то, что пока что временно нет. Почему? Потому что мужчины, которые вокруг вас, они скорее больше про какие-то кармические задачи и уроки, чем про действительно какой-то потенциал на любовь. Но все-таки мужчину в вашем пространстве я вижу. Давайте, почему еще в ближайшее время вот они не придут, либо не появятся какого-то качественного мужчины? Почему? Вот немножко попозже, потому что, опять же, сейчас вот эти люди, которые вокруг вас, у них нет потенциала на семью. То есть люди, знаете, вот изначально проигравшие. Вот они не умеют выстраивать так семейные ценности, как вам нужно. То есть вам нужно будет либо подстроиться под них, отказаться от чего-то, либо им придется отказаться от чего-то. Тут, знаете, как палка двух концов. Немножко попозже, чуть-чуть попозже действительно в вашу жизнь идет человек. Хорошо, ну давайте попозже. Какой мужчина придет к вам? Потому что мне здесь показывают, знаете, вот в окружении вас есть мужчины, все классно, вы нравитесь мужчинам, при этом вы многим, то есть есть мужчины прям долго думают о вас, либо много думают о вас, держат к вам путь. Но как будто бы, знаете, это не то, что действительно вам нужно для построения отношений и семьи. В перспективе, вот по звезде, давайте так, в течение полугода вот качественный мужчина появится в вашей жизни для построения отношений немножко больше. Вот тут, вы знаете, кстати, вот эти ближайшие полгода, возможно, не ввязываетесь в какие-то эмоциональные либо интеллектуальные игры с мужчинами, потому что можете оказаться опять, знаете, вы не обхитрите игрока, который играет на своем поле. Вообще не ввязывайтесь в игры с мужчинами. Ну, в плане там абьюза, манипуляций, нарциссы и так далее и тому подобное. Это все, что сейчас очень новомодными словами называется. Да, раньше это был просто не очень мужчина. Или, наверное, нет. Наверное, раньше было, ну, не бьет, да, там, не что-то там еще не делает, значит, хороший муж. Но давайте так. Скорее всего, в ближайшее время, вот эти полгода, аккуратнее будьте с людьми, которые выводят вас на какие-то эмоции. И не думайте, что вы можете что-то кого-то обхитрить, потому что на самом деле он на своем поле. Вы не на своем. Вы созданы для десятки кубков, а они созданы для семерки мечей. Понимаете? Поэтому даже если вы умнее, хитрее, у вас немножко не то, как это правильно сказать, не то происхождение, что ли, не та энергия. Вы чище. Хорошо. В течение года тот человек придет. Я бы сказала, да. Больше все-таки вторая часть года. Такой мужчина здесь выходит для любви, для отношений. Но вот после, вот давайте так, плюс-минус 6 месяцев. Ну, если вам не подходит, да, расклад, вы можете вернуть, я не знаю. Ну, то есть вы можете не смотреть. Но если вы прям чувствуете, действительно, вот вы знаете, что в вашем окружении вот люди, которые действительно вас недостойны, вот сейчас могут вас прям пытаться попытками втягивать в какие-то, опять же, знаете, вот моменты, где вам нужно от чего-то отказаться. Вам нужно отказаться от какого-то колеса фортуны. То есть от какого-то поиска людей в ближайшем кругу, да, в ближайших вот этих окружениях, вот людей, с которыми можно построить то, что вам нужно. Вам вообще нужно перестать искать. Паш кубков — это легкость. Вот шестерка мечей, паш кубков. Легче вообще проходите свои сейчас этапы, фокусируйтесь на себе, фокусируйтесь на своей голове, на своих мечтах, на своих, скажем так, творческих, рабочих задачах. Мужчина в вашу жизнь придет. Но знаете, что самое интересное? Двойка мечей. Тогда, когда вам это, вот, когда вы вообще на этом даже
фокус держать не будете. И мужчина идет реально для любви. У кого-то это прям король жезлов, да, Овен, Лев, Стрелец, либо это может быть такой яркий, харизматичный, пробивной мужчина, и это все-таки с потенциалом на любовь. Человек реально покроет вам, ой, вот карты выпадают, ваши потребности, то, что вам нужно. И тут сейчас не про материю абсолютно идет речь, а то, что конкретно вот вам нужно в отношениях. То есть человек идет для того, чтобы построить и дать вам то, чего вы хотите. Вот смотрите, вот опять эта карта, да, то есть вот эта лисичка носит вот вокруг нее вот эти кубки. То есть, ну, смысл от этих рыцарей, если они вам не дают то, что вам нужно. И вот за вашей спиной вот есть тот самый. И он уже идет. Но он не придет в ближайший месяц или два. Вот немножко нужно подождать. И для того, чтобы это время прошло быстрее, возможно, оно случится быстрее, потому что фортуна, она все-таки вышла в нашем с вами раскладе, она указывает на неожиданные события. Чем легче вы относитесь к этой теме, чем больше вы отпускаете этот вопрос, тем быстрее это происходит в вашей жизни. Вот паж кубков и колесо фортуны. Легкомыслие, легкость. Перестать фокусироваться и ждать чего-то стабильного от рыцарей, потому что по семерке мечей стабильности они вам не дадут. Обманут, а что-то дать вам нет. Но в потенциале, правда, идет мужчина, которого немножечко, ну, как бы стоит подождать. И то, вам даже не нужно ждать, вам нужно сейчас просто заниматься собственной прекрасной персоной, своей жизнью, своими увлечениями, своими интересами и направляться вообще к себе. Это самое важное, на чем сейчас нужно сфокусировать свое внимание. Спасибо большое, королева Пентаклей. Извините. А мы идем дальше, мы идем к королеве жезлов. Девочки, кто загадал прекрасную королеву жезлов, здравствуйте. Мы смотрим вас. Новый мужчина. Идет ли новый мужчина в вашу жизнь в ближайшее время? Если да, то с чем идет? Если нет, то, соответственно, почему? Наверное, расклад назову «Если новый мужчина на пороге». Солнышко, смотрите, солнышко, восьмерка жезлов, рыцарь кубков, король мечей, карта мага, ничего себе, луна. Вы еще запутаетесь в этих кавалерах, потому что, скорее всего, он идет не один. И один краше другого. Главное, чтобы не в худшую сторону, да? Давайте, идет ли какой-то новый человек? Десятка пентаклей. Ну, не знаю, для меня десятка пентаклей — это карта стабильного окружения, стабильных ухажеров, стабильного интереса. То есть, возможно, этот человек, вы уже с ним встречались. То есть вот эта карта, она мне больше, знаете, указывает на то, что коммуникация с человеком, который идет в вашу жизнь, она уже у вас была. Либо она была рабочая, либо она была по каким-то материальным вопросам. Может быть, знаете, он какой-то там директор компании, в которую вы обращались. Может быть, он директор там ресторана, кафе, в который вы ходили. То есть у вас уже какая-то связь с этим человеком есть. Я не могу сказать, что это прям новый человек. Мы можем, конечно, знаете, вот так еще сказать, ну, типа, мужчина не идут деньги, но мне показывают, что мужчина идет при этом быстро и при этом не один. Поэтому я все-таки вот эту карту, да, прочитаю как дополнение к тому, что я вот пооткрывала на дне колоды. Ну, я на это обратила внимание, поэтому для меня это имеет смысл. То есть с этим человеком уже какая-то связь есть. Можно, конечно, десятку пентаклей прочитать как семейную карту, но я все-таки скажу, что это, скорее всего, не романтическая история была между вами, но с человеком какая-то связь, либо какие-то у вас есть, может быть, общие знакомые, может быть, с семьями, знаете, вот дружат, и вот, то есть этот человек, вы его знаете. Не могу сказать, что он новый. С чем идет? Ой, Господи, только не научить вас. Я не хочу тут кармические какие-то штуки читать. Возможно, все-таки хорошо. Вот позитив или негатив. Ну, солнце на дне колоды все равно все в позитив идет. Окей. Для любви идет. Ну, такой тяжелый характер. Мне не, слушайте, давайте так, для чего идет, и мне сразу показывают, вот, наверное, влюбленная, пятерка мечей, карта восьмерки кубков. Во-первых, либо тут не один мужчина идет. Еще может быть такой нюанс, сейчас скажу, как вижу. Идет мужчина для того, чтобы вы забыли предыдущего.
Для того, чтобы вы наконец-то скинули с себя груз предыдущих отношений. То есть человек идет для того, чтобы вы наконец-то прошли какой-то вот момент, где вы терпели поражение. То есть, знаете, вот эти а-ля отношения, которые не приводили вас к какому-то вот вашему желаемому результату. Где-то с чем-то вы, на чем-то вы, возможно, в отношениях спотыкались. Потому что реально мужчина идет для того, чтобы взять какой-то вот, увести вас от тяжелого, вот завершить что-то старое, завершить что-то прошлое, завершить что-то, что давным-давно уже должно по 7 пентаклей уже созреть и уйти. Именно прошлое, на чем вы были сфокусированы, прям вывести вас из этого человека идет. То есть реально идет новый мужчина для того, чтобы вы как будто бы внутренне, это похоже на выбор, но это похоже, знаете, вот, наверное, грубо будет звучать, переметнуться. То есть уйти, оставить что-то прошлое, на нем сфокусировать внимание. Пока что перспективу отношений я не вижу. Но явно человек даст вам большое количество приятных эмоций. Вот опять двойки, понимаете, вот как будто бы принятие решения, выбор. Либо отпустить одно, перейти к другому, потому что здесь явно что-то нужно будет отпустить. Хорошо. То есть, давайте так, первостепенно, что он сделает, он действительно в вашей жизни, не могу сказать, что сотрет с памяти, но уберет весь прежний негативный опыт. То есть человек действительно придет где-то залечить раны, возможно. Опять, это, знаете, как я так как будто бы говорю, и я обесцениваю его, но это не так будет ощущаться. Это про любовь, потому что карта влюбленная. Это правда про симпатию, это правда про интерес. Но пока я не понимаю по поводу перспективы. Хорошо, перспектива с ним возможная? Отношений более серьезных. На перспективу идет новый человек. Вообще новый человек. На перспективу семьи и отношений вообще новая энергия. У него вся новая энергия идет. И туз мечей, и туз кубков, и туз жезлов. Вот, то есть у вас на перспективу идет еще один мужчина, скорее всего, после этого. То есть в данном контексте в ближайшее время к вам придет мужчина, которого вы знаете, с которым вы знакомы, который поможет вам отпустить все прошлое, который очень, скажем так, покажет вам, возможно, ваши сильные стороны, покажет вашу красоту, потому что я не вижу тут токсичности. Скорее, токсичность была в прошлом с этими рыцарями и, не знаю, пажами, может быть. Но человек идет для того, чтобы вот что-то вам показать, что-то, что вы не видели, дать вам какие-то отношения, которые действительно вам покажут то, чего вы хотите. И вот тогда в вашу жизнь приходит абсолютно новая энергия. Я не понимаю, почему, зачем это вам нужно. Вы это поймете сами. Но в перспективе мужчина придет, но не в ближайшее время. В ближайшее время реально придет человек, который поможет вам что-то отпустить, с чем-то попрощаться. Опять же, не притягивайте, если вы понимаете, что вы уже давным-давно попрощались со своими прошлыми, все у вас хорошо, просто не притягивайте к себе этот расклад, просто это не для вас сегодня. Такое тоже бывает. Просто мне здесь четко, смотрите, дьявол и шут, и 10 мечей. Человек идет для завершения какого-то вот, скажем так, зависимого, созависимого состояния от чего-то. Более того, проблемы не в рыцаре, с которым он будет, вот это завершается. Проблема в чем-то, что вас триггерило в этих отношениях, что-то, что зацепало, что-то, почему вы велись на это. Человек придет дать вам какую-то стабильность, спокойствие, чтобы вы успокоились и на что-то важное обратили внимание. И потом открывается вам новый путь. Но так почему-то нужно. Но все-таки, есть ли вероятность вот этим человеком выстроить отношения стабильного рода? Вот мне взаимовыгодные отношения показывают. Все равно новый. Правда, новый человек идет. Звезда, пажи, колесница, туз пентаклей, смерть. Нет, этот человек вас выводит на новый, просто на следующий уровень. Хорошо, а можно еще, смерть, нет, король пентаклей, к вам идет какой-то король пентаклей, звезда, колесница, король пентаклей.
в процессе перехода, в процессе перемещения, в процессе переезда. Может быть, слушайте, знаете, король мечей, десятка кубков, может быть, мужчина какой-то очень важный, сыграет в вашей жизни роль в плане того, что, не знаю, даст вам повышение, к примеру, да, то есть вы начнете работать с новым каким-то. То есть какой-то человек явно сыграет роль важную. Но мне все равно хорошо. Вот с этим мужчиной, который идет в вашу жизнь, у него с вами будут романтические отношения? Да, я бы сказала, сексуальные, эмоциональные, но вы все равно как будто бы поймете, что это не ваше. Это как выход из цикла. Но вы выходите в победителя, потому что это не ваше, потому что нет вот этой любви. Вот чего-то не будет важного. И вот это важное приходит с новым человеком. Но это попозже. Вот почему-то, не знаю, это важно. Это как, знаете, для того, чтобы завершить какой-то кармический урок важный. Это, сейчас объясню про что. Есть теория о том, что прежде чем дать вам то, что вам реально нужно, вам дадут что-то хорошее, но не совсем такое, как вы хотели. Для того, чтобы понять, реально вы будете настойчиво вот ждать то, что вам нужно, либо возьмете то, что есть. Вот ваша задача все-таки понимать и осознавать, что ваш мужчина, он придет в вашу жизнь. Будет человек, с которым будет хорошо, но все равно чего-то очень важного хватать не будет. Будут эмоции, будет там секс, будет изменение мышления, человек реально может помогать вам в ваших процессах. Но это будет не то. И это не будет что-то зависимое, кстати, созависимое. Вот он реально как будто бы поможет вам это отпустить, либо проработать, либо закрыть. И вот в вашу жизнь потом в перспективе приходят новые отношения. Вот какой-то король пентаклей, да, там была колесница, движение, то есть, но это немножко попозже. В ближайшее время есть мужчина на пороге для хороших отношений, но он скорее не с далекой перспективой на будущее. Он скорее для того, чтобы вы вспомнили, кто вы есть и чего вы хотите. Но не с токсичного, да, такого отношения к вам, а с правильным отношением к вам. Вот как-то так, девочки. Спасибо большое. А мы идем. Так, королева кубков, здравствуйте, мои невероятные. Смотрим вас. Мужчина на пороге. Стоит ли какой-то мужчина новый для отношений на пороге? Если да, с чем, соответственно, он там стоит, с чем идет? Если нет, то почему? Но колода тоже солнышко, кстати, как, боже мой, двойка кубков, страшный суд, справедливость. Слушайте, тут, может быть, наконец-то королева кубков тут очень быстренько выйдет замуж и будет счастлива, потому что у вас хорошая карта на дне колоды. То есть, так или иначе, в потенциале к вам кто-то, правда, идет. Правда, для стабильных отношений. В ближайшее время на пороге это или нет, сейчас посмотрим, но так или иначе в вашу жизнь, правда, идет человек для любви. Смотрите, еще раз открыла, прям еще раз открыла вот эту карту. Человек такой идет. И он скорее новый, потому что он туз еще мечей был, да, то есть новая энергия, новое мышление, новый мозг, хочется сказать. Но такой вот для любви идет человек. Но мы посмотрим сейчас, в ближайшее время или нет. На пороге кто-то есть. Что такое? Двойка мечей. Почему? Вы знаете, вы скоро выйдете на путь, скажем так, там, где вы встретите человека для любви, но прежде чем это произойдет, внутри будет какая-то очень важная перестройка, потому что это внутренние процессы, внутренние демоны, да, то есть, возможно, давайте так, если мы говорим про в ближайшее время кто-то будет что-то в вашей жизни, может быть, это из прошлого, потому что это пока не новое, но потому что все-таки демоны еще старые. Но это зачем? Нужно для того, чтобы вы что-то внутри для себя закрыли, с чем-то, скажем так, закончили работу, что-то проработали. Я, конечно, все понимаю, типа можно всю жизнь прорабатывать какие-то внутренние процессы, но у вас действительно завершается какой-то очень важный этап внутренний. И это самое главное, что внутренний. И как будто бы пока что, возможно, вот это самое новое, оно придет быстро. То есть новая любовь, новые отношения, но
правда придет быстро. Но прежде чем это случится, вы внутренне пройдете какие-то важные процессы, победите каких-то внутренних демонов, которые в перспективе, возможно, помешали бы вам все-таки наслаждаться этим тузом кубков так, как вы должны наслаждаться. Знаете, вот Луна и двойка мечей, это когда вот у меня в последнее время, у меня большое количество там разных клиентов, да, и я слушаю большое количество разных историй любовного характера. И иногда, знаете, кажется, что все в этом мире вот именно такое. Опять же, я просто с этим работаю, поэтому, к Таро вряд ли обращаются люди, у которых все всегда хорошо. Это как бы логично, да, то есть все равно есть какой-то запрос. Я люблю, конечно, запросы более психологического характера, но любовь — это самая частая тема, с которой приходят. И я насмотрелась и наслушалась большое количество разных историй по поводу любви и отношений. И, знаете, мне казалось, что иногда это прям начало отпечатываться на моих отношениях, потому что хочешь ты этого или нет, но подсознательно ты начинаешь куда-то вкладывать свою энергию, чего в твоей жизни нет, но ты просто видишь, как такое есть у других, и начинаешь вот заморачиваться. И вот сейчас, возможно, в вашем пространстве скорее будет больше похоже на чистку, чем на притяжение новых людей. Почему? Потому что нужно что-то отпустить, что-то завершить, что-то переосмыслить, что-то осознать, либо вообще от чего-то отказаться, то есть от каких-то убеждений, для того, чтобы они никаким образом не отпечатывались на вашей любовной истории, потому что все еще есть что-то, что может быть несознательно, но подсознательно влияет на построение отношений. И вот тогда очень быстренько приходит новое, очень быстро врывается новая любовь, новый человек для построения вообще другого типа отношений. Может быть, даже несколько, кстати, мужчин. Но смотрите, мне показывают рыцарей. Вот рыцарь жезлов, он прям ходит тут, конечно, вокруг да около, но мне еще падала карта, восьмерку мечей вытащу, но была еще карта девятки жезлов в этой колоде, знаете, вот такой клоун, который находится за забором и такой пальчиком говорит: иди сюда. Вот знаете, вот этих клоунов почему-то сейчас Вселенная держит от вас за забором. Потому что они не должны мешать и влиять вот на вас. То есть если долгое время у вас нет отношений, так это потому, что вас оберегают от всяких клоунов. Вот так вот скажу. Или опять же, или какой-то клоун оставил отпечаток, и вы сейчас с этим работаете. Но в ближайшее время что-то вы для себя внутри трансформируете. Это будет ваша какая-то энергия, это вот что-то внутреннее ваше. И вот тогда идет новое. Оно придет быстрее, чем ожидаете. Оно придет... То есть не так долго этого ждать, потому что, смотрите, прям девятка кубков, иерофант, справедливость. Мужчина прям для стабильных отношений идет. То есть следующие отношения вот качественного характера, они будут скорее качественны, конечно, если вы сами не подпустите этих рыцарей жезлов к себе. А вы знаете, где это не та энергия, которая вам нужна. То есть тут, давайте честно, ваша интуиция работает очень тонко. И если вы во что-то идете, то и вы знаете, что там не так все хорошо, но вы ждете, что человек поменяется, либо что все не так, как кажется, или пытаетесь его оправдать, вы сами делаете себе хуже. Потому что человек, который придет в вашу жизнь, вот таких эмоций и чувств вызывать у вас не будет. То есть, если вы выбираете вот этих рыцарей, то только для того, чтобы быстрее пройти свои внутренние какие-то вот эти моменты. Но в ближайшее время такое ощущение, что вы не выберете такого человека. То есть к вам в принципе идет следующий тип, следующие отношения, они идут для стабильности, для того, чтобы покрыть ваши потребности, для того, чтобы дать вам то, что вам реально нужно. Это будет что-то качественное, такой сильный мужчина, конечно, тут император так красиво не выглядел. Говорю, новый мозг, новая энергия, новый мужчина. С чем-то вы закончите. Десятка мечей, девятка мечей. Где? Вот десятка мечей, девятка мечей. И это что-то внутреннее. Вот сейчас фокус на это. Внутри что-то очень сильно перестроится. Внутри очень сильно что-то трансформируется. И после этого пойдет вообще поток нового в вашу жизнь. И новый мужчина, соответственно, тоже. Более того, он сразу выходит как иерофант и император. Даже не выходит там какой-то король. Вот реально, извините, вы в трансформации. Очень важно. И при этом вот тройка мечей — это что-то касательно любовной тематики, сердечных каких-то моментов. То есть это что-то касательно внутренних ощущений, что-то, что мешает.
мешает. И вот, пожалуйста, потом вот туз пентаклей. Новое предложение, новый шанс. У вас какой-то важный процесс. Вот все, что вокруг вас сейчас, вы даже на него не обращаете внимания. Это не ваше. Вы это знаете. Вы идете дальше. Ваш мужчина, он придет. Он прям идет, как, знаете, с потенциалом сразу на императора. Но сейчас нужно что-то дозавершить внутри. Вот когда это произойдет, временные рамки очень расплывчатые, знаете, потому что вроде как и восьмерка жезлов быстро, но жрица, луна, они как немножко туманят время, вот ощущение времени, вот я не могу сказать, что это годами будет, я не могу сказать, что это будет месяцами, это как будто бы быстрее, но очень многое зависит именно от вас, от вашего внутреннего умения углубиться в себя и понять и честно себе признать, где что не так. Как только вы укажете на болезненные точки, хотите вы этого или нет, но мозг будет искать вероятность, и возможность это все проработать и отпустить, и, скажем так, залечить. Так или иначе, так вот работает. Дайте своей голове задачу. Либо, вот знаете, своему внутреннему я. Может быть, это какие-то медитации, может быть, это какие-то практики, может быть, это какой-то вот именно отдельный, знаете, внутренний там сеанс Таро на то, что я не вижу внутри себя, потому что все-таки двойка мечей, вот это, она не видит, она чувствует, но она этого не видит. Почему-то это не видно, оно не отзеркаливается в воде. Это тени, которые даже не видно. Вот что-то где-то внутри есть, что мешает конкретно вам. И вот в ближайшее время вы с этим разберетесь, и вот реально к вашей жизни прям идет мужчина новый для стабильных отношений. И я не вижу всяких вот этих а-ля рыцарей, которые там придут напакостить вашей жизни. Но пока только так. Извините, но при этом потенциал на мужчину, будущего мужа, он есть. И не так долго, как кажется. Вот такой расклад. Извините, девочки, если что-то не так. Спасибо вам большое. Мы переходим к королеве мечей. Здравствуйте, мои прекрасные королевы. Невероятные. Смотрим вас. Есть ли на пороге новый мужчина для отношений? Новый мужчина на пороге есть ли? И если да, с чем идет, с чем стоит, с чем ждет, что ждет? Ого, даже так, хорошо. Если нет, то почему, соответственно? Влюбленные на дне колоды. Влюбленные, двойка кубков. Хорошие карты для любовного расклада. Мне нравится. Мы сейчас посмотрим, что здесь. Так или иначе, но опять же, карта влюбленная — это все-таки про сердечный выбор, про сердечного мужчину. Он явно идет в вашу жизнь, но это еще карта выбора. То есть вам придется, возможно, правда выбирать. Либо что-то принимать, какое-то решение из-за этой любви, которая идет в вашу жизнь. К примеру, мужчина будет за границей, и вам придется выбирать, оставаться там, где вы есть, либо, допустим, переезжать к нему, да, то есть менять свою жизнь. Потому что явно из-за вот этой любовной истории, потому что там двойка кубков тоже на дне колоды была, вы будете принимать какое-то важное решение, и выбирать вы будете сердцем. Давайте, стоит ли новый мужчина? Стоит новый мужчина. Прямо сразу. Вот тут вот третий вариант, вот четвертый вариант. Сразу спойлер, потому что те варианты, мужчина там где-то ходит или не ходит, или еще что-то. Вот тут сразу вышел король пентаклей. Мужчина уже есть. Все, он уже готов. Знаете, булочка испеклась, можно доставать с духовочки. Фактически вот король пентаклей. Прекрасная карта, может быть телец-дева козерог, может быть асцендент в этом знаке. Либо это все-таки про человека, который действительно стабильный, у которого уже есть что-то наработанное, у которого есть уже какие-то ресурсы, человек уже, возможно, имеет какой-то свой социальный статус и, в принципе, достаточно хорош, скорее всего, внешне, потому что, все-таки король пентаклей, слушайте, колесница. И тут еще ходит король кубков с семеркой мечей. Девочки, честно, давайте так.
он тут нам не вышел, значит, вы на него либо не обратите внимания, либо это какой-то а-ля бывший, который ходит вокруг да около, и на него вы тоже не тратите свое время, потому что вы как будто бы знаете, что там все не так, как пытается казаться. Давайте, с чем идет король Пентаклей? С королем мечей. Пришел, завоевал, понял, увидел. А десятка мечей о чем? Ушел? Ну, я же про какое-то нормальное. Там двойка кубков была. Что по десятке мечей? Давайте так, если мы утверждали с вами, да, в самом начале, я утверждала, вы не утверждали, я утверждала в начале расклада, что вам придется выбирать с этим человеком, вам придется принимать какое-то решение, возможно, реально человек пришел, увидел, понял, победил, принял все меры, и десятка мечей завершил вашу жизнь такую, какая она была. То есть человек явно повлияет на вашу жизнь достаточно, ну, прям серьезно, потому что реально может быть переезд. Но это не про завершение любви, это про завершение какого-то пути в вашей жизни. Хорошо, про что еще? Ну, опять, десятка мечей. Про что еще? Про принятие решений. Про принятие решений, возможно, вам придется принять что-то, вот выбрать какой-то новый, неизведанный путь. Но человек идет на стабильность, справедливость. Может быть, если у вас есть мужчина, к примеру, потому что ходил же тут вокруг да около еще какой-то, может, вам придется принимать решение между одним и другим мужчиной, потому что кого-то что-то придется оставить. Но опять же, десятка мечей, шестерка мечей. Вот ощущение, что нужно будет оставить прежний, знаете, вот берег. От одного берега к другому плыву, да, то есть мне нужно оставить прежний берег. Я беру сумки, я переезжаю. Я беру вещи, да, я там ухожу. И вот тут вот момент того, что вам реально этот человек вас поставит перед важным выбором, но при этом этот человек идет реально на стабильность и на отношения. Хорошо. Наконец-то. Ну, кстати, очень прям, он уже где-то прям очень-очень рядом. Вот реально он вам что-то такое судьбоносное, важное. Это переезд. Ну, мне по большей степени это переезд. Либо даже если мы говорим не про заграницу, это может быть другой город. Это может быть другой район, а вам нужно будет там на работу дольше ездить. То есть, к примеру. То есть здесь конкретно человек, из-за этого человека у вас реально меняется жизнь. Скорее всего, геолокационно, в первую очередь. Да и не только, опять же, это статус, это быстрое предложение, может быть, быстрая смена статуса, быстрая даже, смотрите, быстрая беременность, очень быстрая беременность. То есть этот человек может прийти в вашу жизнь просто вот от и до, знаете, как, точнее, до и после, от и до, ну, короче, ну, от и до ее поменять, да, до и после просто сделать. Человек реально идет для семьи, все, ну, все. Я не знаю, что вам сказать. У меня мурашки по коже, сильно просто про него. Это новый человек, сразу говорю. Император, новый человек, сильный, достаточно властный, достаточно успешный. У человека есть что-то, может быть бизнес, может быть у него какие-то свои, не знаю, ну вот у человека, то есть у человека он в обществе какой-то видимый, заметный, но он в вашем пространстве новый. Человек идет для любви. Опять же говорю, вы будете принимать решения. Но мне тут, слушайте, мне тут всякие рыцари еще ходят такие, ну, по пятерке жезлов вас добивающиеся, но вы как будто бы вы знаете, что это не ваше. Вот жрица падала там, вы как нутром поймете, что это правильно. Человек реально придет в очень правильное для вас время. Может быть, это какой-то, знаете, перекресток в вашей жизни. Может быть, это смена ориентиров. Может быть, вы будете чувствовать, что у вас меняется энергия. И вот человек реально придет, и он как дополнение. Вы поймете, к чему вы готовились. У меня мурашки. Вы поймете, куда вы шли. Вы поймете, зачем вы все это проходили. Всякие вот эти рыцари, они вот есть. Вот бьют. Видели бы вы сейчас мое лицо, ладно. Ну, короче, они как-то бьются еще за вас, что-то интересно. Ну, вы вот вы в себе. Вы знаете себе цену, вы знаете, кто вы есть. Вы достаточно мудры, вы уже много чего прошли. И вот этот человек реально идет для семьи, для отношений. И поверьте, ему прям есть, что вам предложить. Эта встреча будет неожиданная. Эта встреча будет... Давайте так, вы не гадайте на нее, не надо. Пускай, знаете, вас порадует Вселенная, порадует мужчина. Интереснее жить, а не предсказывать. Ну, честно, я люблю карты использовать больше. Вот поэтому, наверное, мне так тяжело всегда смотреть вот эти расклады, потому что я люблю карты использовать для того, чтобы покопаться в себе в моменте здесь и сейчас. Получить инсайты,
трансформировать себя, улучшить. Но будущее я так люблю, когда оно интересное, когда оно про повороты. Да, можно, конечно, там, соломку где-то подложить, это классно, но я настолько люблю эту жизнь просто, что она дарит нам по-разному. Даже вот я вчера думала о том, что даже вот тяжелые свои какие-то жизненные этапы, я их тоже очень сильно люблю. Потому что они меня сделали мной, которая я есть сейчас. И это же так прекрасно. Поэтому пускай по колесу фортуны события разворачиваются лучшим образом для вас и так, как вы не знаете. Но вы по жрице будете чувствовать, что вот что-то скоро произойдет. Вот такой 4-й вариант. Спасибо большое. 4-й вариант королевы мечей. Вы меня прям порадовали. Потому что прежние 3 варианта мужчины как-то вот так вот где-то, а у вас сразу вышел, сразу пришел, сразу показал себя. Видите, король Пентаклей в энергиях короля мечей пришел, увидел, победил. И сказал, заявил о себе, вообще не побоялся. Поэтому, девочки, вот такой был последний вариант. Спасибо вам большое. Я желаю, пускай все ваши мечты сбудутся. Даже больше, лучше. И не так, как вы себе предсказываете, а лучшим для вас образом, чтобы ваша жизнь стала интереснее, чем предсказание. Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me, they set my spirit free.